Всем привет! Меня зовут Ольга, мы находимся в отделе Гура Декор, и наконец-то пришло время, а оно пришло, когда мы демонстрируем свою линейку бюджетный вариант, ну скажем так, эконом-класс. Будет называться она Гура Декор Light. Знаете, цену еще шелка мы не назвали, мы шелк сейчас будем показывать. Цену напишем в описании за килограмм шелка или за квадратный метр, как удобно будет, напишем. Ну или спрашивайте в комментарии, мы будем отвечать, если мало ли забудем, потому что нагруженность высокая, бывает, что вылетает из головы. Чем будет отличаться шелк, вот этот, да, light, от шелка, который в 2 раза дороже? Ну, скажем так. Срок годности будет поменьше. Например, если на дорогие линейки там до 3 лет срок годности, то здесь будет примерно полгода. Это вот так вам откровенно говорим. То есть, если вы заказываете штукатурку, то месяц-два вы ее должны нанести. Полгода будет срок годности у нее. И что касается и стирания, и мытья, да, шелк можно будет протирать влажной тряпкой, но, скажем, не рекомендуется, ну, в коридоры. Вот, допустим, гостиная, спальня, там, где стены вы не трогаете, там его вполне, этот шелк можно наносить, и он выдерживает легкую влажную уборку. Легкую влажную уборку. Ну и давайте будем наносить, как обычно, под шелк. Я, кстати, хочу сказать, что да, будет классическое нанесение. Да, оно будет классическое. Мы демонстрируем классический шелк. И способ нанесения будет такой же, как и у большинства шелков. Ну, на нашем канале много таких шелков. Подложечная краска, праймер. Наносим также в один слой. Но вы знаете, если будете видеть прям сильные непрокрасы, то покрасите еще раз. Ой, пока крашу, да? Расскажи, ну или что, рассказать, как краска сохнет. 2-4 часа так и сохнет, как все остальные краски. Накатываем ее валиком с мелким ворсом, кистью углы верха-низа. Все по классике жанра, ничего нового. Все, окрашиваем и оставляем сохнуть. Наносим на небольшом образце. Почему? Потому что этот образец останется у нас в торговом зале на гребеночках. То есть его будут смотреть и щупать люди. Поэтому он у нас на таком образце. Это торговый образец, и мы для вас его демонстрируем. Все, оставляем сохнуть. Приступаем к нанесению шелка. Шелк бюджетный вариант, как я уже и говорила. Так, посмотрите на его густоту. Вот такой материал. Я не знаю, насколько видно вам перламутровость, но он такой в меру перламутровый, в меру. То есть его и матовым не назвать. Ну, достаточно красивый шелк, на самом деле, несмотря на свою низкую стоимость, достойный. Вот способ нанесения шелка никак не меняется. Хоть он дорогой, хоть дешевый, хоть средний, хоть какой, хоть космический. Наносится классический вариант одинаково. То есть наносим первый слой тонкий. Укрываем фон краски. Здесь также на первом слое уже видно его цвет. Ну, такой жемчужненький цвет. Шелк не колерованный наносим сейчас. Его родной базовый цвет. Цвет перламутра. И после того, как мы нанесем первый слой, мы дадим ему высохнуть. Сохнет очень быстро, потому что слой тонкий-тонкий. То есть мы сейчас только укрываем, ну как вот вам сказать, шагрень от валика. Вот мы красили, и осталась такая мелкая-мелкая шубка. Вот эту шубку мы сейчас укрываем. И покрываем слой перламутровым составом. Это для того, чтобы второй слой уже нам легче было наносить. Покрыли и оставляем сохнуть. Несмотря на то, что образец достаточно маленький, я думаю, что вы увидите его качество, его внешний вид, и вы оцените по достоинству наши труды. Ждем высыхания. Значит, продолжаем нанесение. Цвет сделали яркий. И вот такой вот цвет будем наносить. Накладываем декоративную штукатурку шелк на кельму. И с помощью кельмы наносим тонкий слой. Вот такой вот слойчик. Кстати, обратите внимание, что шелк не просвечивает, он достаточно плотный.
несмотря на свою стоимость. Достаточно плотный. Наносим участок стены. И с помощью круглой кельмы создаем вот такую вьюшку. Чуть попозже попробуем ее поджать, когда она немножко подсохнет. Ну, вот эти вот завьюжинки попробуем поджать. И продолжаем нанесение. Следующий участок в шахматном порядке, как обычно. Уголочки внимательно. Понятно, что одно и то же на канале сейчас, но мы демонстрируем новый бюджетный шелк. Расход у этого шелка такой же, как и у более дорогостоящих, примерно 150-200 грамм на квадратный метр. Наносится точно так же в шахматном порядке, не давая высохнуть краю. Оставим совсем немножко подсохнуть и еще раз чистой кельмочкой прижмем верхушки. Чуть-чуть совсем подождали подсыхания и немножечко прижмем верха. Видите, здесь вот зафактурено. Чтобы шелк был более гладкий, мы немножко поджимаем вот эти верхушки. Вот. Приглаживаем их как бы. Может, рано делала я. Чтобы было более гладко, не фактурно. Потому что не всем нравится. Ну, хотя, если кому нравится, можете оставить. Так, значит, что? Стоимость в описании. Не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал, а также приобретать у нас декоративные штукатурки. В нашем отделе теперь работает дизайнер. Она поможет вам подобрать цвет. Может быть, вам нужна будет визуализация, да, какая-то экспресс-дизайн. То есть у нас есть услуга экспресс-дизайн. Вы можете перейти по ссылкам в описании и написать вам, чего вы хотите. Ну, то есть, какой материал. Мы вам зададим наводящие вопросы, какие у вас стены, площадь поможем рассчитать. То есть мы стараемся развиваться и расти для вашего и нашего благополучия. Всем спасибо и пока.